Пока на фронте затишье, один из главных сюжетов недели – публичная размолвка Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова. Приближенные Кадырова угрожают Пригожину, Пригожин в ответ натравливает всю свою обширную телеграм-сетку на Кадырова и мочит его потешные тикток-войска из всех стволов. Не прошло и месяца, как мы наблюдали нежную дружбу этих двух достойных господ. Они называли друг друга братьями, активно поддерживали в публичном поле и вместе мочили генералитет. А тут вдруг развод и девичья фамилия. Оказывается, что Пригожин предатель, а из Кадырова боец примерно как из Шахтера хирург. Но на самом деле ничего внезапного тут нет. Это было очень предсказуемо. А вот почему предсказуемо? Для ответа на этот вопрос нужно понять, кто вообще такой Кадыров. Об этом сегодняшний ролик. В студии у нас свет вырубили, поэтому мы сегодня с котом из дома записываем. Мы подозревали, конечно, но все же не отдавали себе отчет, сколь многое в России держалось на чистых понтах. Невозможно было представить, что скрыто под тоненьким слоем помпезных парадов, танковых биатлонов, модного мерча в фирменных магазинах, мультиков про ракеты и собственного медиахолдинга. Что вне пиара российская армия – это такой мрак и тлен, такое разложение и деградация, даже в сравнении с невысоким советским уровнем, что и представить себе сложно. Дедовские бушлаты и ржавые автоматы. Просто туши свет. Российский сухпайок, засветившийся в самом начале войны, стал ожившей метафорой звездеца. В симпатичной фирменной коробочке «Армия России» лежит самый дешевый, просроченный на 3 года паштет из магнита. Коробочка – это те очки, которые армия втирала публике последние 10 лет. А просроченный паштет – то, чем она является на самом деле. За этот год мы узнали, что информационная автократия куда более широкое понятие, чем просто режим, основанный на пропаганде. Что пропаганда не заканчивается воздействием на публику. Что внутри системы тоже круче тот, кто отрастил себе самый длинный и цветастый павлиний хвост. А куриная жопа под этим хвостом – это уже детали. Наверное, так бы оно и шло дальше. Российские министерства и ведомства, чиновники и госкомпании боролись бы за внимание самого главного начальника посредством отчетов по активности в соцсетях и скупки СМИ. Наверное, российское государство постепенно становилось бы все более виртуальным. Но началась война. А у войны есть одно неприятное свойство. Ее нельзя вести на чистых понтах. Неважно, насколько устрашающая у тебя боевая раскраска, как яростно ты рвешь на себе тельняшку и вопишь «держите меня, семеро». Если ты удираешь, едва увидев противника, то все с тобой понятно сразу же. И чем круче ты пальцы гнул, чем активнее глазами вращал, тем более жалко и позорно будешь выглядеть в этой ситуации. Ни по кому эта война, проявившая реальность и показавшая, кто есть кто, не ударила настолько сильно, как по Рамзану Кадырову. Давайте вспомним Кадырова и кадыровцев. Какой была их репутация до середины марта 2022 года. Кадыров – человек с личной армией, совершенно выведенный из-под действия законодательства Российской Федерации. Он делает, что хочет. Похищает людей по всей территории России, убивает кого угодно, угрожает открыть огонь по сотрудникам правоохранительных органов, если те посмеют проводить свои операции в Чечне. Ни один государственный политик, ни одно должностное лицо в стране, включая тех, у кого язык как помело, не решается даже глаз косить в сторону Кадырова. Чечня – один из самых нищих субъектов Российской Федерации, который по любому социально-экономическому показателю занимает последние строчки рейтинга. Но глава этого региона ведет образ жизни саудовского принца. Чтобы это выяснить, не нужен никакой квадрокоптер Георгия Албурова. Кадыров хвастается своим казнократством сам. Умопомрачительные кортежи из Бентли и Роллс-Ройсов, сияющие дворцы, в которых даже боксерский мешок и тот от Луи Виттон. Слитки золота в качестве свадебных подарков, назначение ближайших родственников на все ключевые посты в республике. Показной шик Кадырова и его окружения – это перебор даже по бесстыжим меркам российского чиновничества. Главе республики, где зарплата в $300 считается очень хорошей, недостаточно упиваться роскошью. Ему надо, чтобы все знали, какая богатая у него жизнь. Надо сказать, на некоторых это производило впечатление. Потому что Кадыров – это вообще-то ожившая мечта провинциального подростка. Крутой, сильный, неуязвимый, при деньгах, при тачках, с оружием, конкретный мужик, которого все боятся. Если вы растете где-нибудь в Хрущевке в Псковской области и мечтаете накопить на 9-ку 97-го года выпуска, чтобы обрезать у нее пружины и приделать спойлер, такой образ, воплощение брутальности и мускулинности,
действует на воображение. Кадыров очень активно работал над своим образом. Он дружил со всеми кумирами провинциальной молодежи, с бойцами ММА вроде Хабиба, со звездами вроде Тимати или Хасбика. Он всех их осыпал дорогими подарками. Он сознательно делал карьеру эдакого боевого селебрити. Человека, от которого исходит крутость и угроза одновременно. В путинской системе Кадыров играл совершенно уникальную роль сразу в нескольких ипостасях. Итак, ипостаси Кадырова. Во-первых, он оператор прокси-насилия. Борис Немцов был убит организованной группой высокопоставленных чеченских силовиков, что подтвердил даже российский суд. Совершенно исключено, что убийство было организовано без ведома Кадырова и без его личного приказа. Парадоксальная ситуация. Немцова убили сотрудники российского МВД, как минимум с одобрения, а скорее по приказу главы субъекта Российской Федерации. Немцова убили официальные лица со статусами и корочками, подчиненные Путину. Но к Путину это убийство не прилипло, потому что Чечня с ее начальством и силовиками воспринимается как экстерриториальное образование. Во-вторых, Кадыров – символ замирения Чечни, в частности, и Кавказа в целом. Он трофей, он живое свидетельство, что Путин справился с проблемой, на которой пришел к власти. Регион, откуда 20-30 лет назад ежедневно приходили новости войны, место, где гибли российские военные, республика экспортер терроризма, самая мятежная точка на карте страны, теперь просто не может перестараться в своем лоялизме. За Кадыровым не заржавеет и 99% Единой России нарисовать, и лишний раз подчеркнуть, что он самый верный пехотинец Путина. Третий важный момент – кадыровцы – запасная личная гвардия Путина. ФСО, ФСБ, МВД, армия, олигархи, чиновники – это все один большой аквариум с акулами. У каждого свои интересы, за каждым стоят большие собственные ресурсы. Пока ты их устраиваешь, пока еды хватает на всех, они тебе верны. Но едва они почуют запах крови, едва решат, что ты ослаб, что без тебя будет лучше, твоя голова окажется отделена от туловища быстрее, чем ты моргнешь. Кадыров не такой. Кадыров без Путина не существует. Без Путина он не нужен ни своим, ни чужим. Он нажил себе в Чечне слишком много врагов, слишком многим людям причинил слишком много горя. Он почти 20 лет грабит и унижает чеченский народ. Если кому-то кажется, что в Чечне так заведено, то это ошибка. Советы старейшин, советы тейпов, коллегиальные органы, составленные из уважаемых людей, согласующие непростые интересы разных родов – вот нормальное устройство традиционных обществ с сильной родоплеменной компонентой. Сопляк, который купается в золоте и унижает всех вокруг просто потому, что у него крыша в Москве, это вообще ни разу не традиционно. Режим Кадырова – это скорее оккупационная администрация. Зависимость Кадырова от Путина абсолютна. И Путин на него рассчитывает. Даже когда все предадут президента, у него в любом случае останутся верные батальоны чеченских головорезов, которые пойдут до конца. Хоть массовые протесты расстреляют, хоть здание ФСБ штурмом возьмут. Каждый, кто планирует предать Путина, должен держать это все в голове и понимать, что это ему грозит. Ну, таков был замысел. Самые догадливые и не впечатлившиеся демоническим образом Кадырова давно уже задавали вопросы, а на чем все это держится? Что вообще есть у Кадырова, кроме раскрученных соцсетей? Его персональная гвардия? Ну помилуйте, это от силы 3-4 тысячи человек, одна армейская бригада. В стране, где силовики плюс армия это минимум 3 миллиона, не очень-то это значимо. И даже эту одну бригаду мы в реальных боевых условиях где-то видели? Ну да, они блестяще кошмарят врагов Кадырова, безоружных людей, посмевших чем-то не угодить лично Рамзану. Умеют похищать и пытать граждан России. Но для таких дел большой храбрости не надо. Агрессивный в хмелю мужик с топором кошмарит собственный двор не хуже кадыровских эскадронов. Что еще умеют кадыровцы? Позировать в военной форме. Все окружение Кадырова одето как персонажи из фильмов с Ван Даммом, как потешные командос. Они даже на совещаниях в военной форме сидят, и у каждого на груди целый иконостас золотых звезд. Как эти бравые парни ведут себя перед вооруженным противником, мы знаем по рассказам российских силовиков, воевавших в Чечне в нулевые. Российский спецназ зачищает очередного полевого командира, следом на место являются кадыровцы с телевизионщиками и рассказывают о своей победе. Незадолго до начала полномасштабного вторжения случился совершенно поразительный эпизод. Во время испытаний на право ношения крапового берета чеченские спецназовцы в обход марш-броска и полосы препятствий просто приехали к финишу на автомобилях.
Скандал был такой грандиозный, что вопреки всем неписанным правилам утек в сеть. С какого перепуга вот этого нездорового по виду мужчину, который, судя по всему, тренируется исключительно в монтаже тиктоков, кто-то считает ожившим терминатором? Что у него за душой-то, кроме Инстаграма? Этим вопросом задавались всякие острые на язык публицисты, как правило, живущие не в России. Не начнись война, такие реплики остались бы тихими подхихикиваниями за спиной, мало влияя на публичный образ Кадырова. Даже внутри Украины слово «кадыровцы» в первой неделе вторжения было синонимом ужаса и беспредела. Кадыровцам до какого-то момента приписывали наступление просто по всем фронтам. Есть знаменитое видео, где мужчина снимает сгоревшую колонну российской техники и называет ее «кадыровской». И Зеленского должны были убить именно кадыровцы. Чеченские батальоны должны были быть повсюду и воевать за всю российскую армию, настолько мощной была их репутация. А потом все немного очухались, посмотрели по сторонам и обнаружили, что никаких кадыровцев на фронте не видно. Что они ежедневно постят тонны контента в Инстаграм и ТикТок, но этот контент не имеет вообще никакого отношения к боевым действиям. Они красуются в натовской экипировке, стреляют по каким-то кустам, пафосно заявляют о своих победах, развлекаются, катаются на технике, но ни ответного огня, ни вообще каких-либо следов присутствия противника в обозримом радиусе нет. Репутация, которую Кадыров любовно создавал 20 лет, рухнула всего за 2 месяца. Образ кадыровских эскадронов смерти сменился имиджем тикток-войск. Кадыров в кадре по-прежнему бегал с пулеметом, бойцы в крутой экипировке стреляли по светофорам и пустым домам, все как всегда. Только теперь это вызывало смех. Каждое публичное появление Кадырова оборачивалось факапом. Достаточно вспомнить, как он фотографировался якобы в Украине на фоне заправки Роснефти. Или как отправил 2 своих несовершеннолетних сыновей в оккупированный и зачищенный Мариуполь под охраной целого взвода, чтобы те сфоткались с автоматами. Или как недавно катался на танке по Грозному. Какое-то время он пытался делать вид, что его бойцы под личным командованием самого Кадырова и ближайших его соратников реально воюют в Украине. Но в какой-то момент даже до него дошло, что так он только сильнее позорится. Все оказалось фейком, все оказалось чистыми понтами. Кадыровцы оказались ни на что не годны и заодно настроили против себя все пророссийские силы, от частей ЛДНР до солдат регулярной армии. Потому что одни реально отмораживают причинные места в окопах, голодают и гибнут каждый день, а другие в это время в тылу тиктоки снимают и с оружием играются, будто им по 9 лет. На войне такое не прощают. Тем более, когда на этих тикток-клоунов, которые пальцем о палец не ударили в реальном бою, сыплются благодарности, награды и еще больше денег от Путина. Шутка ли дело? Ни дня не проведший на фронте Кадыров за год перескочил 2 звания. Был генерал-майором, а стал генерал-полковником. В какой-то момент Кадыров бросил попытки изображать войну без войны и переквалифицировался в Дмитрия Медведева. То есть стал тем удивительным российским спикером, который до сих пор забирает Одессу и Киев, а заодно и Польшу, чего уж там. При этом для системы он был по-прежнему важен. У него напрочь испорчено публичное реноме, зато остался доступ к уху Путина. На этом, надо думать, и строился и ситуативный союз его с Пригожиным. У Пригожина, в отличие от Кадырова, есть настоящая армия, но вот этот самый ценный ресурс, возможность личного контакта с диктатором, пропала. Пригожин вместе с Кадыровым ходили, и успешно, в атаку на генерала Лапина. Пиар империи Пригожина и Кадырова взаимно опыляли друг друга. Правда, уже тогда было ясно, что этот броманс ненадолго. Кадыров для Пригожина просто инструмент. Просто телефонист, как Путину. Сам по себе Кадыров Пригожину не нужен. Он просто один из тех, наряду с Песковым, например, кто может впустить в систему через окно, когда она выгнала через дверь. Как только Кадыров исчерпал свой ресурс с помощью Пригожину, стороны ожидаемо рассорились. Выглядит это ровно так, как и должно. Кадырову припомнили все и прямо говорят, кто он есть. Ведь на самом деле Пригожин как раз и является тем, кого Кадыров из себя изображал. Он чувак с собственной армией, который реально воюет. А Кадыров клоун, и вместо армии у него шайка трусливых убийц, которые умеют воевать только с безоружными. Клоун, впрочем, безупречно гнет пальцы, обещает заменить Вагнер в Бахмуте, а когда ему отвечают «Без базар, дорогой, мы снимаемся, заходи», в ту же секунду сливается, потому что знает, все его слова брехня. Если его гвардия войдет в Бахмут, то прекратит свое существование за 3 дня. Да и не пойдут никуда кадыровские тикток-войны. Они подписывались людей кошмарить, бизнесы крышевать,
ужас наводить, но никак не для того, чтобы вести боевые действия против вооруженного противника. На этой войне рухнуло много путинского вранья. Но вот это крушение иллюзий, которое будет тем сильнее, чем дальше пригожинская медиаимперия будет тыкать Кадырова носом в реальность, где он не смелый кавказский воин, не настоящий мужчина, а трусливый фраер, который сдал назад при первой же опасности. Вот это крушение мало с чем сопоставимо. Потому что первое правило вранья – самому в него не поверить и ни в коем случае не проверять. Байка о неуязвимых кадыровцах жила бы и дальше, ею бы пугали элиту и граждан. Зачем же, спрашивается, было развязывать войну? Чтобы все это позорище из ушей полезло? Для нас текущее положение вещей в принципе хорошо. Пусть разные части системы кушают друг друга. Пусть вытаскивают на свет Божий друг дружкино вранье. Пусть с них прилюдно спадают их маскарадные кители и картонные погоны. Чем больше людей внутри системы и вне ее поймут, что за помпезными фасадами ничего на самом деле нет, только надувание щек, тем ближе конец этой системы. До завтра.